Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Предлагаю вам сегодня вместе со мной связать вот такие трусики для наших игрушек. Объем животика моей игрушки 27 сантиметров. Вяжутся такие игрушки, трусики довольно-таки легко. Справится даже самый начинающий. Вязать мы их сначала будем по кругу несколько рядов. Затем разделим наше вязание на две части и свяжем сначала одну часть поворотными рядами, затем вторую. И в конце сошьем этих две детали. Для того, чтобы связать такие трусики, нам понадобится пряжа. У меня это Yarnara Jeans 160 метрах 50 грамм. Чулочные спицы 2,5 и крючок также 2,5. И если вы привыкли сшивать детали иголочкой, вам понадобится еще иголка. Я это делала с помощью крючка с соединительными петлями. Итак, для начала наберите 68 петель на чулочные спицы, на каждую по 17 петель. И провяжите по кругу 5 рядов резинкой 1 на 1, то есть чередуя лицевые и изнаночные. Когда свяжем с вами резинку, мы с вами встретимся. Итак, я связала 5 рядов резинкой 1 на 1. Следующий ряд, все петли нам нужно провязать изнаночными петлями по кругу. Провяжите их также самостоятельно. Итак, я провязала ряд изнаночный, отрезала розовую нить, она нам пока больше не нужна. Присоединяю нить белого цвета. И нитью белого цвета нам нужно будет провязать изначально 6 рядов лицевыми петлями. То есть полностью просто 6 рядов лицевой гладью. Провяжите их самостоятельно. Итак, провязала я 6 рядов пряжи белого цвета. Дальше мы разделим наше вязание на две части. То есть сначала мы свяжем переднюю часть трусиков, затем заднюю. Вязать будем поворотными рядами. Итак, как вяжем первый ряд? Первое провязываем лицевой. В дальнейшем она будет кромочная. Дальше нам нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево. Для этого я переворачиваю 2 петли и провязываю их за заднюю стенку. Дальше до конца ряда мы будем вязать лицевыми петлями, не довязывая 3 петли на второй спице. То есть это у нас одна часть трусиков. Довяжите до сюда самостоятельно. Так, я довязала до конца ряда второй спицы. Дальше нам нужно сделать 2 вместе лицевой, провязать с наклоном вправо получается. Петли лежат как нужно, поэтому мы их просто провязываем 2 вместе лицевой. И последняя петля изнаночная, кромочная. Я пересняла, как видите, вязание на одну спицу для удобства. Изнаночный ряд вяжется обычно, то есть первую мы снимаем кромочную, и все остальные петли у нас изнаночные. То есть в изнаночном ряду мы не делаем никаких убавок, то есть вяжем без изменений. Так весь изнаночный ряд. Итак, следующий лицевой ряд и последующие все лицевые ряды будем вязать так. Первая кромочная. Сейчас у меня петли лежат так, как нужно. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И остальные петли у нас лицевые, не довязывая 3 последние петли. Итак, довязала я до конца лицевой, третий ряд. Теперь нам нужно перевернуть петли, чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я их переворачиваю и провязываю 2 вместе. И последняя кромочная. И так мы будем вязать все ряды до тех пор, пока у нас здесь не останется 14 петель. То есть лицевой ряд мы вяжем кромочная 2 вместе с наклоном влево. И в конце ряда
2 лицевой вместе с наклоном вправо, кромочная. Изнаночные ряды мы вяжем без изменений, то есть кромочная, изнаночная и в конце кромочная. Итак, встретимся с вами, когда у нас останется на петлях 14, на спице 14 петель. Итак, довязала я, у меня осталось 14 петель. Сейчас я еще провяжу один ряд лицевой, без убавок, без ничего, и один изнаночный. И затем мы с вами будем закрывать петли. Так, я провязала 2 ряда, один лицевой, один изнаночный. Взяла крючок, закрывать я буду петли крючком. Вы можете закрывать удобным, любым для вас способом. Тут не принципиально, мне просто удобнее крючком. Поэтому я закрываю им. Как-то вот так, сильно не затягиваю. После того, как мы закроем петли, нить мы обрежем, присоединим ко второй части трусиков и провяжем вторую часть трусиков точно так же, как первую. Если вы будете сшивать 2 детали трусиков иголочкой, то оставьте, когда будете обрезать, закройте нить и закроете, извиняюсь, петли, оставьте нить перед отрезанием для того, чтобы вам сшить. Если вы, как я, будете сшивать крючком 2 детали, я это делаю соединительными петлями, то можете нить не обрезать. Я закрыла, делаю одну петлю, обрезаю ее. Все, первая часть трусиков у нас готова. Свяжите вторую часть точно так же. И потом мы с вами встретимся, когда будем сшивать вот эти 2 детальки. Итак, довязала я вторую половинку. Как видите, нить я не отрезала. Выворачиваем наши трусики наизнанку. Берем крючок. И будем соединять 2 половинки соединительными петлями. Вы можете это, конечно, сделать и иголкой. Я присоединяю первую полупетлю, которая ближе к нам, и делаю соединительные столбики. Здесь я беру заднюю полупетлю, с этой стороны переднюю полупетлю. Сильно не затягиваем. Вяжем свободно, чтобы не стянуть 2 половинки. Так соединяем до конца наших петель. Итак, соединила я 2 половинки наших трусиков. У меня получился вот такой шов. И предлагаю вам сразу обвязать столбиками без накида в районе ножек. Не знаю уж, как эта часть трусиков называется. Вставляем крючок, присоединяем розовую нить. Делаем воздушную петлю и, начиная с этой же петли, будем вязать столбиками без накида в петли кромочные, которые у нас были. Вот они. И так по всей этой части трусиков. Нить, кончик нити, точнее, как видите, я сразу ввязываю, чтобы потом лишний раз не прятать кончики. Вот за кромочные петли я провязываю. Сильно не стягивайте, чтобы полотно не стянулось. И так до конца нашей ножки.
я довязала, нить обрезала. Теперь нам нужно соединить. Как это делаю я? Я вставляю в столбик первый без накида крючок, вытаскиваю петлю на лицевую сторону, переворачиваю. И теперь, откуда выходила ниточка, из этой петли в заднюю стенку петли вставляю крючок и вывожу сюда нашу ниточку. У нас получается такая вот как бы ложная воздушная петля. Все, одна часть трусиков готова, ниточку я потом закреплю, вторую ножку обвяжите точно так же. Итак, я обвязала наши ножки. Вот что у меня получилось. Сейчас нам нужно будет присоединить нить к вот этому изнаночному ряду. Мы будем делать с вами обвязку. К себе поворачиваем изделие вот так. Берем крючок и вот за вот эти изнаночные петли 7-го ряда мы присоединяемся. Так, делаем воздушную петлю, затягиваем. И теперь вот, которые вот самые первые к нам лежат изнаночные петли, в них мы провяжем ряд столбиками без накида. Сильно не затягивайте петли. Так, потеряла, вот она. Итак, у нас должно получиться 68 столбиков без накида. В принципе, если сложить вот так изделие, то хорошо видно эти изнаночные петли. Вот они. Эту ниточку могу уже убрать. Не вот за эти, а вот. Вот так. И так до конца ряда. Так, ну вот она. Итак, довязала я этот ряд. Делаем соединительную петлю туда, где мы присоединялись. И теперь вяжем следующим образом. Воздушная петля. И в этот же, куда соединялись, в эту же петлю вяжем столбик без накида. Вяжем воздушную петлю. Пропускаем 2 петли и в третью вяжем следующим образом. 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Далее вяжем одну воздушную петлю и сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Далее вяжем одну воздушную петлю, 2 петли пропускаем, раз, два, и в третью вяжем столбик без накида. Опять воздушную петлю провязываем, пропускаем 2 петли и в третью вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И опять воздушную петлю и опять 3 столбика без накида. И так мы будем вязать до конца ряда. 2, тогда и 3. Опять воздушную петлю, 2 пропускаем петли, раз, два, и в третью вяжем столбик без накида. И еще раз воздушная петля,
3 столбика без накида, 1, 2, в третью петлю от столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, и сюда же еще 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Опять воздушная петля, 2 столбика пропускаем, 3 вяжем столбик без накида, воздушная петля, 1, 2, в 3 вяжем 3 столбика без накида, воздушная петля, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, воздушная петля, и еще раз 3 столбика без накида, 1, 2 и 3, воздушная петля, пропускаем 2 столбика предыдущего ряда и вяжем столбик без накида. Итак, провяжите до конца ряда. Закончила я обвязку трусиков. К сожалению, задумалась и не засняла момент, где я присоединяюсь. Присоединила я вязание к столбику без накида, который мы вязали первый. Как видите, даже здесь еще не отрезала ниточку, не спрятала, не убрала. В принципе, наши трусики готовы. Мне осталось их постирать, погладить, и можно уже одевать. Вам спасибо за то, что связали эти трусики со мной. Надеюсь, они вам понравились. Желаю вам хорошего настроения, ровных петелек. До встречи!